Я не люблю бывать в городе. Мне больно видеть слепые дома, иногда наполовину разрушенные. До слез больно видеть Исаки. Правая стена его, покрытая беленькими пятнышками, словно мимо что-то везли и забрызгали. Но вблизи видно, что эти брызги не смоешь. Это рамки от осколков снарядов. Город — прекрасное творение. Где твое былое величие? Я не могу покинуть свой город, свой дом, мой дом. Но ведь через минуту его уже может не быть. Неприятно жить сейчас. Все мы похожи на больных раком или другой неизлечимой болезнью. Каждый день, каждый час мы ожидаем смерти. Она близка. Нет, нет, нет. Жизнь все-таки хороша. Я хочу жить. Что за беда, если в животе пустота?
но зато есть интересные книжки. Нечего унывать. Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей там, наверху. Старой бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и животных. Летим с нами в заоблачный мир. Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле. И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу. Первый раз почувствовала себя на глазах слезы. На полотне Рембрандт изобразил царевну Данаю, погруженную в золотой луч света, в который превратился бог Зевс. Даная вся есть ожидание, надежда на будущее. Даная есть вся воплощение тепла. Немыслимо жить, думая лишь о животе.
и не знаю. Может быть, еще будет возможность с бабушкой вылететь на самолете. Лететь куда? Лететь, как летит бабочка, ослепленная ярким светом лампы. И погибнуть? Вчера, 27 марта, в 7 утра, умерла бабушка. Анна Васильевна Ганзин. Страшно. Неужели это правда? Боже мой, это так. Совершенно высохшая и холодная лежит она. Моя бабушка в комнате. Фашисты начали разбойничий обстрел Ленинграда из тяжелых орудий. Ко всему я привыкла. И к вою сирен, и к свисту, и разрывам снарядов, к дистрофикам и разбомбленным домам. Но к одному не могу. Это к тому, что на улицах всюду, где только надо закрыть проход или перегородить что-то, применяются кровати. Простые, железные, крашеные голубые, белые, желтые кровати. Они принадлежали людям, которые умерли.
открыли памятник Петру Первому. Медный всадник. Смотрела на него, как на дорогого друга. Хочется потрогать хотя бы копыта коня. О, мой любимый город. И русалочка увидела, как принц с молодой женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и вознеслась вместе с другими детьми в воздух к розовым облакам, плававшим в небе.